Оставь мои джинсы. Напишите в комментариях, сколько мне лет. Ты рассказываешь все мои секреты. Я не мою яйца. Я вам что-нибудь сделаю. Спасибо тебе большое. Всем привет, я Ирина Крикуненко, и вы на канале «Давай попробуем». И сегодня у меня в гостях Антон. И как-то браво, огромное и появление как Леди Гага на MTV в 2000 каком-то там году, чтобы всем было весело. Антон, сегодня мы с тобой приготовим Чизкейк. очень вкусный десерт. Да. Да, чизкейк. Почему чизкейк? Слушай, на самом деле с чизкейком у меня связана очень забавная история. История драматичная в стиле передачи «Жди меня». Так, и это был мой самый первый десерт, который я приготовил, наверное, в своей жизни. Поэтому... И единственный. Нет, не только. Я еще делала рисовый пудинг для королевы Марго. Ну хорошо, вернемся к чизкейку. Да, значит, ну и для того, чтобы нам приготовить чизкейк, что нам понадобится? Нам понадобится наша чудесная масса... Сыр Филадельфия, Да, крем-чиз. мы используем сыр Филадельфия, потому что он такой самый неожиданный и самый нежный, и по сравнению с маскарпоне не такой заезженный. Далее нам нужно сколько у нас? 4 яйца, чуть-чуть... Ну, на самом деле, граммовка зависит от того, какая у вас форма. Это сколько сантиметров? 24. 24 Ожидаем. сантиметра. Такое количество ингредиентов вы найдете под видео. На самом деле, это очень простой рецепт, который готовится элементарно за 10 минут. Вот. И пока мы... с чего мы начинаем, я буду еще рассказывать эту свою удивительную драматичную историю. Давайте, не будем терять время, берем миксер и начинаем с яиц или сыра? Тебе что больше Нет, нравится? начинаем с яиц. И сахара, потому что по фэншую, там же говорят, что нужно по фэншую сбивать яйца с сахаром вместе, чтобы произошла какая-то магия. Отлично. Давай. Кто бьет яйца? Ну, слушай, давай и тебе, и мне. Окей. Они уже мытые? Нет. Надо... Я не мою яйца. Ну, слушай, учитывая, что Сальма Рос нам не грозит, я надеюсь, что... Но мы же не трогаем скорлупу. Слушай, ну вместе с тем, там сколько будет, 200 много градусов, оно там все умрет, и даже то, что должно было быть живо. Слушай, а почему на у нас эфир нет салфеток? все есть вот здесь. Ой, Все у нас умирает в подготовлено. духовке. У нас все подготовлено. Да, вот прям вот так берешь и вот так. Отлично, значит, и добавляем туда столько сахара, сколько душе не жаль. Ну, официально, именно 200. официальная цифра находится в описании к этому видео. Угу. Далее мы все это располагаем. Мы очень талантливые, но ленивые люди, поэтому используем специальные причиндалочки. Крутим. Для того, Вот у меня чтобы- здесь двойной. Это вообще что-то невероятное. Я надеюсь, что он сейчас заработает так, как нам нужно. Отлично. Заработает отлично. А пока это все будет работать, ты наконец-то расскажешь эту историю, и мне уже не терпится услышать. А это Все, мы готовы. мы готовы. Ой, самое опасное в этом всем – это включить. Нам взбивать не нужно, в принципе, все перемешалось. Да. Нам не нужно взбивать сильно яйца с сахаром, главное, чтобы это все перемешалось и немножко стало пузыриться. В нашу массу мы выкладываем, вернее, в наши яйца с сахаром мы выкладываем сыр. И история моя случилась в 2013 году. Мне нужно было сделать какое-то задание, и я был настолько ленивый, чтобы выполнить это задание, что я открыл сайт в интернете, в котором можно было создать свое генеалогическое дерево. И после того, как... Да, так интересно, меня эта тема тоже Да? очень интересует. На самом деле это забавная история. И когда я создал это генеалогическое дерево, через пару дней пришло уведомление. Кажется, мы нашли ваших родственников. А это на каком-то сайте было, да? Да. Мгм. То есть это сайт, который помогает вам создавать генеалогическое дерево, потом его можно распечатать. Как я сказала, поскольку я очень был и есть, наверное, Любознательный. нет, ленивым человеком, я думал, господи, я что-то все рисовать не буду. Мы знаем свое генеалогическое дерево довольно в далекие корни. Вот, поэтому это заняло бы огромное количество времени. Ну и когда я внес в систему все свои знания по родственникам, через пару дней пришло уведомление о том, что мы, кажется, нашли вашего родственника. А что за родственника? Это моя
моя прабабушка. В чем суть? Она жива? Ну, уже недавно скончалась, а вообще тогда была жива. И... Чизкейк. О, пардон. Чизкейк. Подожди, как мы пришли к чизкейку? Как мы пришли к чизкейку, мы знаем после того, как мы вымешаем сыр. Оставайтесь с нами. Значит, наша масса стала вполне себе однородной. Напоминаю, что здесь у нас сыр, Филадельфия, яйца и сахар. Давай тогда добавим наши последние ингредиенты. Угу. Ванильные эссенции? Ванильная эссенция и... Чайную ложку. Да. И сливки. И сливки. 33%. Сливки 33%. И желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Угу. Так. Желательно Я, масса для смешивания, а не во рту всех, кто готовит. Я добавляю. Давай, конечно. Своей рукой. Оп. И перемешиваем, да? Да. Перемешиваем. И прежде чем мы добавим последний ингредиент, муку, здесь всего лишь 1 столовая ложка. Кстати, вот чем хорош чизкейк Сан-Себастьян? Мы же не сказали, что мы делаем чизкейк Сан-Себастьян. Ну, не Ты мы скрыл. мы о нем расскажем позже, потому что это самый модный чизкейк в наше время, а я, как представитель модного направления, должен делать только модные аспекты. Поэтому у нас не модная глютеновая мука. Я не буду добавлять муку, пока ты не закончишь историю про бабушку. Какая связь? Слушай, а давай мы будем связь. Так вот, суть в том, что... Ну, давай ее еще нужно просеять. Посмотрите, на самом деле это удивительная штука. Когда давай я немножко увидел, сюда вот так подумал, подвинем. Вот. Да. Что она прям... Ой, прости, ты не видел что она прям штуку? совсем невероятна. Обратите внимание, как можно легко и просто просеять муку без того, что вот эта мука по всей кухне, и при этом больше всего, что мне нравится, когда, помнишь, вот это вот на газетку мы это все выстилали, муку вот так это шик-шик-шик-шик-шик. Да? Просеивали, когда... Я только семечки на газетке помню. В вашем детстве такого не было? В моем еще нет. Вот, ну, короче, добавляем нашу... И что, она у нас глютеновая, напишите в комментариях, сколько мне лет. Кстати, это вообще... Да, нужно вот это стряхнуть, вот этот айсберг. Ты можешь так вот это профессионально стряхнуть. Сдунуть. Стряхнуть айсберг с этого. Я сделаю это ножом. Оп. Это последний ингредиент. Ну да, поскольку у нас тут уже все стоит, пусть оно и... Значит, в нашу подготовленную форму мы должны вылить получившуюся массу. Я помогу тебе. Я надеюсь, что я ее не вылью на пол, а потом Не надо, больше нет ингредиентов. Ну да. Все же хотелось бы попробовать этот чизкейк. Ой, ну что, самое магическое. Оп. Форму нужно застелить пергаментной бумагой, вот, чтобы концы ее вот так свисали, да, они потом загорят. У меня появилась идея, то, что к приезду прабабушки из Екатеринбурга, они тогда жили в Екатеринбурге, нужно подготовить какой-то интересный, необычный десерт. Ну и, кстати, мы с ней никогда в жизни не виделись. Ее сын — это отец... Ты позвонил? Нет, по интернету. А ее сын — это... Бабушка по интернету. Представляешь? Не очень. Вот. И ее сын — это мой дедушка по папиной линии. Они с ним тоже не общались практически огромное количество времени. И это его намеренная история. Он не хотел с ней общаться, он считал, что она там его бросила и так далее. Ну и у прабабушки моей появилась новая семья. И ее уже внучка, не знаю, как это отсчитать, эти родственные связи, она как раз таки Я постоянно создалась... путаюсь вот в всех этих зятях, кумовьях. Так вот, она как раз и создала страницу в этой программе, которую я использовал для построения генеалогического дерева. Ну так почему же ты выбрал чизкейк? Ну, потому что это было проще всего, какой-то там потому что проще овсяное печенье. Проще всего. Я с тобой согласна. И при этом есть какая-то, ну, знаешь, какая-то особенность, есть что-то необычное в этом всем. Тем более... А наш чизкейк супер необычный. Это горелый чизкейк Сан-Себастьян. Антон от вас скрыл. Что я, да. Потому что эту вариацию предложила я.
Отлично. А ты сегодня будешь пробовать ее впервые. Да, у нас здесь духовка разогрета на сколько? 210 градусов. 210 И градусов. поднимаю его и бросаю, чтобы воздух вышел, чтобы не было пузырьков. И мы отправляем наш чизкейк в духовку. Разогретую до 210 градусов в течение... Сколько мы уже это грели? Ну, короче, она очень горячая. Без камня она греется быстро. Voilà. Я еще иногда прям на 250 ставлю. Ну, если он сгорит, это только На пользу. к счастью, да. И ставим на 40 минут. Все. Через 40 минут встречаемся. Гарью Загорелый. пахнет. О. Ну что? Ой, боже, он живой, смотри, он такой делает. Ну, короче, вы когда увидите, как он стоит, и когда он упадет, вы сильно не расстраивайтесь. Так надо. Итак, смотрите, он на самом деле очень сильно поднимается, может даже вылезти за края формы, это нормально. И еще он жидкий. Вот сейчас мы покажем, как он трясется. Он как этот, как омлет. Да, осторожно, не обожгись. Да, вроде бы нормально. Особенность что? этого чизкейка в том, что он делается без прослойки печенья. Звук, туда нужно всунуть камеру, там же жизнь. Вообще, космос. А, да. Прикольно, Да. Он тоже говорит, он говорит, Микрофон. подписывайтесь, а кто не подписался, я приду и что-нибудь, и я вам что-нибудь сделаю. Хорошо, продолжаю. В чем Продолжаем. Особенность в том, что это нежнейший чизкейк. Всем рекомендую его приготовить. Обязательно. Мы оставляем чизкейк при комнатной температуре, он должен остыть, и после этого отправляем в холодильник на 12 часов, чтобы он настоялся. После этого дегустируем. Да, и он уже не будет такой живой. Давай, значит, режем наше шедевральное. Слушай, оно хорошо режется, кстати. Ну, конечно, уже очень сливочный. Очень нежненько. Ой. Слушай, конечно, мучить себя готовить, а потом еще ждать, пока она все 12 Интересно, а часов отстоит. вот это вот гореленькое не тоже очень. надо съесть. Ну, значит, давай, давай мы съедим, сервируем. а потом в комментариях напишем, что с нами случилось. А кому первому? Ну, себе, конечно. Гостю. Это ты гость у меня сегодня. Это как посмотреть. Действительно, с какой стороны взглянуть. Давай, мне маленький. Давай. Я на диете. Слушай, у На нас... чизкейковой диете. Наш чизкейк почти сам Подожди, нужно обязательно украсить вот... Сегодня у меня смородина. Смородинкой. Какая пока? Ну, Вот так. а тебя украшал я в свой новый концепт. Вот мы, кстати, начали прорабатывать эту идею одежды, которая может трансформироваться во что ты захочешь. Давай пробовать. Сейчас мы попробуем, и я обязательно покажу этот новый концепт. Ой, ну что, за нас красивых? Ну, чудесно. Это мой любимый чизкейк. Чудесно. Я его не так часто готовлю, но всегда очень наслаждаюсь его Так вот, нежной шелковистой текстурой. про шелковистую текстуру и простоту. Насколько он просто готовится, настолько и просто вот этот вот концепт, который мы на тебя сегодня надели, в нем тоже есть своя простота. Определенный универсальный размер, определенно... Чтобы сейчас мои зрители поняли, о чем Антон ведет беседу, вперемешку с чизкейком, Мы еще шили я пару покажу аутфитов. вам этот концепт, который сейчас на мне. Это топ или корсет, да? Да, его можно комбинировать с рубашкой, которая на мне. И суть в том, что одна часть может отделяться от другой. И пристегиваться к рубашке. Часть корсета пристегивается к части рубашки Антона. И в результате простая единица, как наш прекрасный простой чизкейк, становится очень вдохновляющим компонентом нашей жизни. Спасибо тебе большое за участие, за такую прекрасную модель. Конструктор. И тебе спасибо за красивую модель. Мне очень понравилось. Я хочу себе такой. Обязательно. Самый первый будешь. Всем готовить чизкейк, оставлять ваши комментарии, подписываться и ставить лайки. Увидимся в следующем выпуске.